Привет всем пчеловодам, мира и здоровья. Сегодня ответим на вопрос, можно ли ставить уже вощину. Почему возникают вообще какие-то сомнения по этому поводу? Потому что да, сейчас у меня за спиной очень бурно и активно летают пчелы, но вчера, позавчера были дожди, холодно, и на завтра вообще похолодание до 10 градусов днем и +3, +2 ночью. И так несколько дней, то есть нет предпосылок тепла ни для сбора нектара, ни для активного приноса пыльцы, ни, естественно, для того, чтобы расширять гнездо, для того, чтобы его не переохладить. Потому что в этом есть определенный недостаток и опасность. Переохладили гнездо, получили застуженный расплод и соответствующие болезни, слабое развитие семьи и тому подобные вещи. Поэтому сегодня не просто будем размахивать руками, а конкретно поговорим, ответим на вопрос, как правильно расширять гнездо именно сейчас, в холодный апрель, какие календарные работы в ульях необходимо провести. И ответим на вопрос также по вощине. Для того, чтобы перейти непосредственно к осмотру семьи и показать, как расширить, необходимо сказать, что же я увидел во время последнего осмотра в ульях. Я думал, что развитие еще не очень активная, не очень бурная, так как стоят холода. Но суть в том, что когда пчелы натянули себе пыльцы с орешника, первый какой-то у них пошел взяточек, есть мед в наличии, вы выставляете за заставную, в любом случае идет развитие. Вот тогда улей действительно внутри уже не остановить, потому что есть фабрика по производству расплода. Они воспринимают такое похолодание как временное что-то, потому что активизация, сам процесс уже пошел. И мы даже можем наблюдать какие-то следы какого-то как бы опонашивания, но это не опонашивание, опонашивание это когда прям течет, а это следы такой жидкого кала. Мы можем это даже иногда видеть при сборе с протравленных каких-то садов. Есть люди, которые брызгают деревья по цвету, и пыльца может быть немного отравленной какими-то препаратами для обработки сада. И многие даже выделяют в отдельную такую составляющую, многие выделяют это как пыльцевой токсикоз. И вот когда случаются такие следы на ульях? После длительного пребывания пчел в улье. Я об этом говорил в одном из своих последних видео, что пчелам очень важно также очищать кишечник, обязательно им нужны эти вылеты. Когда их нет, происходит вот такая ситуация. Итак, когда я открыл улье, я увидел, что развитие довольно-таки интенсивное. Во-первых, есть очень много пчел, они занимают все рамки. Расплод практически во всех ульях находился на второй рамке, то есть первая кроющая кормовая и вторая уже с расплодом, и даже на крайней кормовой рамке уже был расплод. Это в тех ульях, где было где-то 10-9 рамок, то есть уже все поджато полностью, необходимо прям обязательно расширять. Также во многих семьях отмечено большое количество трутня, как трутового засева, так и уже живого трутня, который бегает по рамкам полноценно вместе с пчелами. Итак, на примере вот этой вот семьи показываю, что делал. Значит, здесь было, по-моему, 9, может быть 10 рамок расплода, не знаю. Очень тепло, расплод гонят, все отлично. Что делаем? Отнимаем одну рамку, смотрим, расплод у нас есть на предыдущей и даже может быть на кроющей рамке. Просто раздвигаем эту крайнюю кроющую рамку с пергой. Как правило, они при интенсивном взятке перги набивают очень много в крайнюю рамку. Мы ее отодвигаем на самый край и ставим сюда 2 суши. Суш можно с небольшим количеством меда. Если мы видим, что семья реально сильная, у меня в этой семье, я помню, даже мисочки уже пару штучек нашел. Что тогда делаем? Можно отодвинуть пару рамок расплода и поставить такую сушь в центр гнезда. Это позволит пчелам обнаружить, что есть какой-то непорядок, разрыв небольшой какого-то печатного клуба, печатного гнезда, и они интенсивно начнут работать в этой рамке. Все молодые пчелы бросятся чистить рамку, и маточка сюда придет сеять и так далее. То есть расширяем до полного корпуса. Показан на экране 12-рамочный корпус. Когда нельзя ставить вот так в разрыв расплода сушь? Тогда, когда семья слабая, то есть тогда вы ее видите, что да, они там развиваются, но крайняя рамка с небольшим количеством пчел, развитие есть, все рамки в пчеле, и вы видите, что расплод уже пошел на предпоследней рамке. Тогда вы просто рамку с кормом отодвинули и вставили сушь. Расплодное гнездо, там, где печатка, открытый расплод, вы никакими рамками, ни сушью, ни вощиной не разрываете, ни в коем случае. Когда семья сильная, имеет огромный потенциал, вы видите, что
там происходит. Здесь у меня трутень, здесь засев трутня, здесь много пчел, здесь мисочки. Тогда я поразрывал суши, у меня здесь вот стоят где-то 2 суши, которыми я разрезал это расплодное гнездо. Для чего это нужно? Для того, чтобы пчелы больше и активнее стали работать в этих рамках. Почему я не поставил вощину? Потому что впереди похолодание, холода, и я хочу сначала реализовать рамки с сушью. Не было активного приноса нектара, были периодические вылеты пчелы, что нужно отметить, если пчелы могут вылетать хотя бы 2-3 часа в день при потеплениях где-то с 12 до 2 или там с 2 до 3 часов, хотя бы какие-то часик-два, то в любом случае они что-то приносят. Деревья, которые содержат пыльцу, трава, любые пыльценосы дают ее обильно, и в 1-2 часа взятка этого они наносят себе необходимое количество для развития. Я сейчас, друзья, не говорю слов «так написано», и вот именно так нужно делать. Я показываю свою технологию пчеловодства и свои подходы, которые я использую. И мое осторожное расширение сушью как раз основано на моем жизненном опыте и работе с пчелами. Что как только зацветает абрикос и какие-то еще такие фруктовые деревья, очень часто бывают жуткие похолодания, минусы и затяжные холода. Поэтому я стараюсь вощину не ставить не только до появления нектара, но также не разрывать гнездо вощиной на вот эти вот холода. Полностью реализую сушь. Когда у меня та сушь, которую я поставил в центр, она будет засеяна, я смогу из той сильной семьи, потому что сегодня на календаре всего лишь 19 апреля, если я не собираюсь продавать пакеты с этих семей, то такие семьи я потом беру от них пару печаток расплода и расставляю в те ульи, добавляю в те ульи, которые, ну, действительно слабачки, то есть это отводки прошлого года. Таким образом, у меня семьи выравниваются в силе. И та семья, которая идет активно, в которой матка-рекордсменка, там сеет очень хорошо, пчел вышло много и так далее, она позволяет, такой метод позволяет ее удержать от роения. То есть я разгружаю ее немного от молодых пчел. В этом переносе расплода есть огромный недостаток в том, что всего клеща, который содержится в этом расплоде, я даю в слабую семью. Вот это огромный недостаток. Поэтому необходимо обязательно тем семьям, которые вы подсиливаете таким расплодом, уделить особое внимание по обработке, профилактике клеща. Но так как это я говорю в общем для всех, у кого клещ остается после зимы в том количестве, которое опасно для пасеки. И те пчеловоды, я обязательно делаю эту ремарку, которые говорят: да я вообще экологист, эко-пчеловод, у меня только щавелевая кислота и ничего больше. И я так хорошо обрабатываю осенью, а потом оказывается, что еще весной обрабатывает. Я говорю: так а зачем обрабатывать весной, если ты осенью обработал? Либо осенью обработай двухкратно, либо, ну, зачем весной? У тебя что с клещом происходит? Ну, короче, ладно, это отдельная тема, отдельного видео, я ее не раз поднимал. Я не зря стою возле этого улья, запомнил, что сюда я ставил вощину. Почему? Там что-то с сушью были какие-то нюансы. И я помню, что ставил вощинку. Я сейчас открою на камеру, покажу, что пчелы сделали с вощиной за 4 дня, наверное, примерно так. То есть, друзья, я не просто пробежался по пасеке, включил камеру и показал первые случайные кадры, сделав какие-то заявления. Есть такие пчеловоды, сразу начинают делать громкие заявления, рассказывать о том, что там, как там, сразу что-то менять, всех пугать. Я сначала прошелся, увидел состояние семей, поставил контроль на вощинку, также для того, чтобы потом сделать вам объективный вывод. Стоит ставить, не стоит ставить, что вам советовать, чего не советовать. Вот она вощина, которую я вставлял сюда. Видите, вот здесь вот в углу еще немножечко не дотянуто. Ну и здесь они, конечно, не оттянули прям полностью. Это 15-го, 4 дня, 4-й день начался, 4-й день, полных 3 суток. Вот он уголок. То есть, в принципе, это возможно. Еще нет никакого ни засева, ни пергей, ничего. Обратите внимание, сколько пчел на этой вощине. То есть у меня не просто там какая-то жменька бегает по этой вощине. Видно, что это молоденькие пчелки в том числе. И какое количество
пчел в улье на рамках. Если взять, допустим, там я могу вам показать, как говорится, справедливости ради, еще рамочку. И вот скажите мне теперь, пожалуйста, если завтра будет тот +3, который обещают, жуткое похолодание, это вощинка, которая стоит третьей рамкой, обратите внимание, куда я ее вставил. Я не разрезал расплодное гнездо, оставил ее так. Вот она, перга пошла, то есть я отодвинул перговые рамки, медоперговые, и поставил вощинку с краю, для того, чтобы семья не переохладилась. Поэтому ставить, в принципе, можно, если есть какой-то взяток или вы даете сиропчик. Но еще рановато для слабых семей. Это я показываю семью такой средней силы, которая еще продолжает наращиваться. Так, ну и еще один покажу. ППУ 10 рамок. Кстати, начинающим, которые не определились еще, что для них лучше, 10 рамок или 12. Вот наглядный пример. 10 рамок мне маловато. Я из этой семьи уже забрал 2 рамки печатного расплода, потому что они у меня не вмещаются. Их либо нужно расширять вторым корпусом, либо забирать у них рамки. Именно по этой причине я использую преимущественно 12-рамочные ульи. Насколько помню, вот здесь у меня стоит вощинка. Я брал из центра рамку с печаткой на выходе. Пчелки выходили, и я их дал в слабую семью. Также видим обсиженность, видим, что в данном случае наличие вощины никак не охладит гнездо, даже при хорошем похолодании. Ну и сразу видим недостаток ранней постановки вощины. Посмотрите, она испорчена, по сути дела. Да, ее не погрызли, ее отстроили, но вот эти вот соты, вот эта вся площадь, вот так. Все перестроено в трутовый сот. Перетянута обычная пчелиная вощина в трутовую. И вот здесь то же самое. Вот они тянут. Вот они, трутовые ячейки. И здесь уголочек еще не дотянули. Смотрим обратную сторону. Вот она, маточка ходит. Вот она, красавица. Она уже ходит по этой рамке, потому что там все в расплоде и перге. Вот здесь тоже есть вкрапление трутовых сот. Здесь у нас недотянутый угол вощины. Тут ее они натянуто было нормально, но тем не менее где-то подгрызли, покоробили и все остальное. То есть видим вот такой вот результат. Результат у нас такой, потому что вощину необходимо ставить не только тогда, когда или тепло, или есть взяток. Вощину нужно ставить тогда, когда есть все вместе. Плюс семья находится в активном состоянии развития. В данном случае у этой семьи не хватает рамок для того, чтобы заложить трутовый расплод. Поэтому они на свеженькой вощинке построили себе место под трута. Поэтому вывод данного видео следующий. Семьи, которые у нас находятся в среднем развитии, еще не заняли полностью весь корпус, мы расширяем сушью в крайних местах гнезда, не режем ни в коем случае расплод. Семьи, которые у нас уже находятся в полном развитии, до полного корпуса максимальном, мы обязательно расширяем вощиной. Но если же все-таки погоды нет активного взятка и семья недостаточной силы, вощину лучше не ставить. Нюансы по трутовому расплоду, по трутовой ячейке всегда бывают на слабых взятках в сильной семье. Эта семья уже занимает весь корпус, корпус ломится от пчел. Что необходимо на данном этапе? Нужно регулировать количество этих пчел. Регулировать их можно либо перестановкой расплода с молодыми пчелами в другие семьи, подсиливая слабачков, либо же принимая меры уже по расширению корпусом. Но если корпусом расширять, в данном случае необходимо уже просто наращивать второй корпус, потому что такого взятка, чтобы повезти куда-то эту семью на магазин, нет. Поэтому, отвечая на вопрос по системе ульев, малоформатные ульи 6, 8, 10 рамок, 10 это уже не малоформатные, но тем не менее, такие ульи используются как раз для того, чтобы участвовать в ранних взятках. Меня спрашивали, а как? Нужно перезимовать нормально, хорошей силой семьи. И на момент вот такого середины апреля иметь полный корпус 10-рамочный полный корпус пчел.
Что ты ко мне привязалась? И потом мы ставим магазин, и они туда заносят мед. Если взятка нет, нет смысла держать пчел в маленьком улье, нагромождать уже второй этаж и все остальное. Потому что пчелам нужна работа, а не просто жизнедеятельность. Надеюсь, это видео было полезным. Всем мира, здоровья, подписывайтесь в телеграм-группу, подписывайтесь на канал. Будет еще больше полезного и интересного. Всем пока.